Поэтому Теплее и мы в этот, теплее. да, в этот радостный, можно сказать, праздничный день решили сделать интересное расследование. А, Так как людям сейчас не хватает вот этой надежды, вот этого мотивации жизненного творческого простора, чтобы понимать, куда мы движемся. И хотелось бы увидеть это будущее, которое бы нас вдохновляло, те творческий и жизненный потенциал, который бы развернулся в каждом человеке, чтобы в мире наступил мир, порядок, гармония, и каждый человек бы занимался э, только благостными творческими делами. Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты сейчас видишь? Но я вижу, как такая веточка зеленая вот так вот колышется, как будто бы ею кто-то машет. Мгм. Эта веточка, я посчитала, и она считывается иллюзия мира. Она, ну, вот такие ярко-зеленые листочки, и веточка вот корешочком уходит в сектор интерферентов. И я считываю там руку, которая держит. Идет такая метафора. И считывается такой, как топот тяжелый, тяжелых сапог. Какая-то Мгм. энергия, которая считывается как иллюзия, она прозрачная. Так, и что вот эта иллюзия, как она на наш мир воздействует, Она как она влияет? считывается Мгм. вот от реальности. И я вижу от середины этой веточки идет в сектор магии черная подключка. Считывается эзотерический пафос, эгрегор эзотерического пафоса, дисгармония пространства, магия мышления человечества. Это вот такой, как мешок огромный считывается именно в секторе магии. И там такие часы тикают. Мгм. Считывается время, то есть я вижу циферблат, считывается зацикленность времени, магия времени, отказ от себя, Так. демонизация общества. Вижу там, как люди друг друга убивают. Это в секторе магии происходит. Мгм. Да, над этим всем, над этой эгрегориальной структурой, которая, ну, можно ее назвать как вселенский компьютер, который эм, также я слышу слово безвременье. И такой колпак, как колдовской над этим. Такая шляпа колдовская. Ну, такой, как пирамида. Мгм. Такая острая пирамида. Как Пиранези рисовал такие пирамидки. Мгм. Так, хорошо. И вот это эгрегор, а, как он мешает, получается, человечеству прийти к благодати? Да, я вижу, что оно считывается как связка. ам, Оно связано с с этим пространством иллюзий, которое Мгм. по отношению к миру имеет
такую паразитарную функцию. Вот эта Так. иллюзия, да? То есть Мгм. поиск мира путем, который не приводит к миру, скажем так. Давай осветим эту иллюзию, посмотрим, из чего она состоит, Сейчас почему в нее посмотрю. люди верят. Мгм. Оно считывается вот так. Агрессия против себя. Я вижу, как вот это пространство, э, оно такое, как медуза прозрачная, имеет форму якобы человеческого тела, и оно вот так идет, и вот здесь как бы в сердце такая углубление черное, считывается агрессия против себя, агрессивное мировоззрение, и сразу же считывается информация, что агрессия, направленная во внешнее пространство, это в первую очередь агрессия против себя, и оно считывается как самоуничтожение человеческой расы. Мгм. Так. Давай посмотрим, как, например, она работает в человеке, эта агрессия против себя, на чем она держится. Давай, Виктория, посмотри какого-то среднестатического человека, в котором работает вот эта агрессия против себя. Мне А, посчитать? Нет, Мгм. я нашла в пространстве человека по имени Антон. Вот Так. он, я его вижу. Он мастер. Он работает мастером, помогает людям. Мгм. И я вижу, что в правом кармане и правая нога у него, и вот правая сторона такая почернела, и он не соблюдает, считывается, договоренностей. То есть он договорился установить дверь. Вот он делает ванную комнату. Мгм. А, за одну цену. А когда сделал работу, он взял на 30% больше. И считывается, что запустил механизм отвращения от себя и отвращения от собственного богатства. Мгм. Так, а что в нем? Какие энергии в нем? Это... Оно м, считывается жадность. И опять мгм. же, вот рука вот эта такая, как почему-то считывается маслянистая. Она как будто бы вот так вот в сердце и крадет у него а, вот эта эгрегориальная, скажем так, рука, потому что эгрегоры — это такие сгустки энергии, которые собираются от многих людей, которые поступают, скажем так, определенным образом. Мгм. Вот. И вот эта рука пробирается ему к сердцу и забирает у него часть его энергии, считывается часть его достатка. То есть на этот момент он как бы почувствовал себя богаче, потому что он ухватил больше денег. Ну, считывается у друга. У друга, да? Мгм. Ну, то есть у человека мы все друзья, скажем так, по Да. своей природе человеческой. И какие последствия? Мгм. Я вижу, что складируется в секторе интерферента, складируется его эта энергия, считывается в общедоступном месте. То есть считывается, что те люди, которые поступают подобным образом,
То есть нечестные, они имеют открытый доступ к информации о нем, и буквально считывается, что они нагромождаются вот так, и проходит какой-то момент, какой-то переломный, как весы, да, и эта энергия его, потерянная в похожих ситуациях, нагромождается, и буквально эти люди, которые, он для которых открыт, М, в какой-то момент они на него нападают. То есть создается такая ситуация, где а, ну, считывается так, переломный момент. Сейчас я посмотрю, что там происходит. А мгм. там вот эти частицы энергии его, то есть души, а энергия это же живая природа Вселенной, да, Да. которая несет информацию о человеке, то есть можно сказать, что это части его души. Они кричат, они как бы их становится все больше и больше, этих утерянных частей, и они буквально кричат, что я так больше не могу. Каждая из этих частей кричит. Я так больше не могу. И их сила усиливается. И получается это, как можно сказать, как внутренний целитель создается вот это автоматически, это все работает, так иконы Вселенной устроены. То есть ударяет человека, чтобы ему показать, чтобы до него дошло. И я вижу, что это в маленьком личном таком пространстве. И эти же процессы происходят и в более глобальных масштабах. Мгм. И Да. я вижу, Здорово. слышу Мгм. центр зла, такая как Мгм. точка на карте, как будто бы на планете. Мгм. Считывается там карма, и такие идут, как волны от камня брошенного, черные волны. Э, И я вижу, это Москва, это Кремль. Мгм. И также там считывается, что уничтожены земли, уничтожена память, и вот так идет такая волна, серая волна, вот такая, считывается как ложка, вот которая покрывает от Москвы и считывается Сибирь, вот это прям до океана все, как ложка. Даже она Мгм. такая, как металлическая. Что обозначает этот образ ложки? Считывается захват, съесть, проглотить. И там этот образ царей московских. Мгм. Так. И там и Екатерина, и тут же Сталин, и Мгм. много-много таких этих стоят. И Николай II там есть, и много других, которых я не знаю, и такие более древние. И один такой считывается с булавой странной, с такой, считывается украинец он, Русич. Мгм. То есть это те люди, Это которые... основатель, да, московского Ага. государства. До этого там просто был, считывается, логово. Мгм. Логово. И я вижу, странно,
как Тут будто бы видишь. пещера такая, да? Угу. И там, как сидят люди, так в шкурах одеты, такая одежда у них, как будто бы очень теплая. Возле костра они сидят, и они приходят туда-сюда, ходят вокруг. Считывается логово, пещера. А, Так, это за общество такое, ну, которое вот это логово проживает? Как оно характеризуется? Вот я вижу человек, который поедает кость большую такую. И они, вот это звучит, как бандиты считывается. Набеги, бандиты, Угу. набеги, захват. И вдруг Угу. я услышала, то есть это же все вот вместе, эти вся история, там же времени нет в эфирном пространстве. И вдруг я слышу Тартария, Так. уничтожение Тартарии, а, азиатского мира, Угу. Азии. Так. Хорошо, Виктория, как это связано с этой точкой, которая находится в Москве? Вот Но это почему-то не звучит Москва, а Кремль. 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 Угу. И опять звучит как, считывается как центр вселенского зла. И я вижу в эту точку, с одной стороны, идет, как, знаешь, как ураган, но только как-то внутрь. То есть вот эта черная энергия вот так как будто бы засасывается туда, Угу. Как воронка, да? как воронка, да. Угу. И когда я смотрю, оно считывается как вселенское зло, логово. И сейчас я посмотрю, ну, это на физике, вероятнее всего, что это было логово бандитов, которые Угу. набегами, вот они делят награбленное добро. А в эфирном плане, а, Угу. в эфирном плане я вижу, увидела сейчас глаз. Ага. Рептильный глаз, такой, как вот моргнул. И такая Угу. вот огромная морда рептилоида, скажем так, рептильной сущности, и как саранча такое, такое это животное, считывается дух времени. И, ну, чем больше смотрю, оно так растаивает почему-то, Угу. исчезает. От внимания. Да. Сейчас Так. я его М. остановлю, потому что Да, оно ма. превратилось, вот М. все большое такое было, а потом раз исчезло, и стала такая точка черная. Сейчас я ее остановлю чуть-чуть, вот так э, увеличу, назад Мгм. верну и посмотрю. Я вижу, это как считывается как будто бы сущность, а что внутри этой сущности? Что это за образ? Что он Мгм. рассказывает? Сейчас я посмотрю и вижу, как эта сущность, черный хвост, который тянется вот в сектор интерферентов. Там считываются пришельцы, Мгм. раса богов, духовных богов, нетелесных, Так. там Мгм. внизу, в секторе интерферентов. То есть они по отношению к планете, ну, вот так, землянам звучит, Мгм. Да. имеют паразитический, вампирический характер. Считывается, Мгм. что невоплощенные, бестелесные, духовные твари. То есть они как твари. А почему ж твари они? А, Мгм.
Что Я это вижу, обозначает? что Мгм. идет такая метафора, как будто бы сливается черная жидкость, ну, с кувшина или с чего-то еще в такую, как в пробирку, в такой портал. Считывается, что они слили. Вот так говорят, что он его слил или что-то сливать, то есть Мгм. утилизировать. И они как бы пренебрежениями, конами жизни, конами равновесия. То есть они как бы пренебрегли самой жизнью, конами жизни. И я вижу, что там как колба черная, очень сильно внизу. И там они как бьются друг с дружкой. Также я вижу, что вся планета Земля, они, то есть они как будто бы между собой воюют, и вся планета Земля как будто бы в сетке в рыболовецкой, в такой шух, М. она брошена. И я вижу, что проекция их, этих сущностей, этих богов, эм, сейчас я Так. посмотрю, что это, кто они такие. Мгм. Давай посмотрим, Виктория, что это за боги, кто они такие. Я вижу, что оно считывается так, утративший свет. Это как человек, который начинает... Человек, по сути, по своей, это священное существо с божественной душой. Но когда он регулярно делает гадкие поступки, идет против себя, он теряет свою божественную сущность и фактически теряет возможность жить. Он пренебрегает жизнью, так и считывается. И получается вот это хаос, дисгармония. И точно так же вот эти ангелы, да, эти инопланетяне, так называемые, М. они были, считывается, святыми Всевышнего. Я вижу, как в пространстве считываются их священные крылья. Осталась только матрица, как паутинка, а их черная энергия сливается. И капля за каплей забирает их, разлагает эту матрицу их душ. То есть они Да, погибают, божественно, да? они по чуть-чуть, очень медленно. А они распределили как бы зоны влияния на Земле. Я слышу, организовывают войны. И вижу такие, как трафареты над землей. Сейчас вот четко вижу 3 трафарета. Мгм. Один вот там, где Кремль, а второй вот так ниже. Сейчас я посмотрю. М. Посмотри, Виктория, что это? Что это за территории? Там так сияет внизу такая. Вот такое, так длинненькое сияет. Считывается Израиль. А рядом, возле Израиля, такое черное пятно. И этот трафарет, вот он стоит в воздухе, как будто бы над землей, а от его спины идет прямо к этому пятну черному. И оно вот так никак не считывается, как страна, оно не считывается вообще, Мгм. потому что это в эфирном плане. И там еще за планетой Земля еще один стоит там, с другой стороны. Сейчас я разверну. Мгм. Разверни, посмотри, где этот третий центр. А третий, вот он находится с этой стороны теневой.
там, где США. Мгм. Вот прямо тень такая над этим, и такой стоит, такой же ж этот, как с хвостом и с этими, с крыльями. Мгм. Так, и вот И эти считывается демагогия. Мгм. То есть я вижу вот три такие, как будто бы, ну, но там, где Америка, оно так по-другому как-то. Там просто вот все как в тени стоит. Как будто бы над всей Америкой вот так, как, Как завеса, как как туман. завеса, как щит такой Мгм. считывается. А где Кремль, там как будто бы гвоздь вбит, вот этот портал. А где Ближний Восток, вот так вот Израиль, он вот так сияет, и считывается Израиль. А возле него вот так вверх и сбоку Мгм. считывается сфера влияния, логово, то же самое, логово. Мгм. Так, такое же, да? Какая-то династия, династия врагов человечества. Ага. Так, и вот эта матрица, да, которая над тремя странами. Да. Это, ты сказала, сферы влияния. Кто влияет на эти центры? Ну, я услышала ответ люди своим выбором. Мгм. То есть я вижу и считывается, что вот эти духовные, бестелесные сущности, они как бы вообще не имеют власти над человеком, если человек выбирает жизнь и выбирает коны жизни, мир, Мгм. истинный мир, когда он выбирает себя, добро для себя, вот это. И я увидела образ человека, у которого вот эта веточка мира, скажем так, да, этот Да, вот эта образ, иллюзия. Мгм. метафора, это не Да. иллюзия, А. это, э, это истинный мир, он прописан в человеке, да, а то, что Мгм. извне, вот это иллюзия. Вот оно как То считывается. есть. То есть Мгм. внутренний мир, это считывается как достаток, гармония, равновесие и выбор. И То есть. внутренний мир, Мгм. он, то есть считывается истинное мироздание. Вот это внутренний, это истинный мир. А тот, который предлагается извне, он предлагается этими, скажем так, силами демоническими. И когда человечество, каждый человек выбирает подчиняться этим демонам, то тогда теряется мир, потому что это иллюзия. То Тебе есть понятно или ориентация. нет? Я Да, объясню. ориентация. Я Ну, понимаю так, это, что. к примеру, так. Путин Мгм. сказал, да, ну, например, да, там или кто-то еще. Вот Путин сказал, давайте поубиваем украинцев, и будет нам мир. Вот мы тогда заживем. Ну, это искусственный этот. То есть и Мгм. будет нам счастье. Вот мы пойдем, убьем других, а сами будем жить счастливо. Тогда нам счастье привалит, да? Но это ложный мир, потому что истинный мир идет от мира с собой в первую очередь. Да.
Понятно, Вот это, я конечно. Да. вспомнила тот момент, когда я училась в колледже, и там были очень много украинцев, русских и с Латинской Америки. И с русскими украинцы ну, не хотели общаться вообще. Ну, я их понимаю и поддерживаю, скажем так. Но ко мне такой мальчик, он сам юрист из Крыма, я с ним разговаривала, потому что я людей, пока они мне плохо не сделали, я к ним, ну, к людям плохо не отношусь. Вот. И он рассказывал, что когда война началась, вот в 2014 году, да, он был на эйфории, молодой, и купил там по дешевке дом. Но когда только война началась, он быстренько сбежал. Он оставил этот дом, это все. И он говорит, я не хочу ни воевать, никого убивать. Я понял, что я фактически украл чужой дом. Да, то есть это человек выбрал себя. О, это пример, да, чтобы было понятно. Да. Когда Так, и война в вот, Украине началась, в первый же месяц 5 миллионов русских мужчин уехали с России, потому что они не хотели марать свою совесть, свою душу кровью человеческой, да? мгм, То есть они выбрали себя. Они выбрали, пусть они уедут куда-то, будут начинать жизнь заново, но они выбрали, по сути, себя, а значит, они вот продлили, вот дали возможность этому внутреннему миру распространиться дальше. И опять я вижу эту ложку. мгм, И считывается сожрать. И я вижу, как от этого логова буквально такая вот ложка, которая сожрала, она считывается там опустошение, ам, сожрала, да, мгм, считывается нация богов. И я вижу там лица азиатской внешности, мгм, божественные души. То есть получается так, что это разные расы, это а, считывается это как разные эпохи, разные цивилизации. Каждая мгм, и эта цивилизация, которая как бы имела право на свою жизнь, но ее буквально вот как скребком соскребли. мгм. И так и Так, считывается. Сейчас я вижу, считывается, сейчас я вернусь. Вернись, Потомки Виктория. богов, потомки. Ага. Ну, все люди это фактически внутри они боги, потому что они рождены божественным духом, да, и в них божественный дух, вот это ядро души. Мгм. Так, и вот эти люди, связанные с этой ложкой, а, есть ли какая-то зацепка, где это началось, откуда это все завязалось, вся эта агрессия, Я все это... слышу, Мгм. ам, что на эту внутреннюю агрессию, оно считывается воровскую, притянулось еще туземцы какие-то. Я вижу, такая синяя нить пошла. А, То есть на эти энергии. Да, на эти Мгм. энергии. а, Так, что И это за я вижу, что туземцы? это Мгм. идет туземцы, и такая вот нить синяя, она идет вот так, как бы сказать, где
северная, ну, как бы Запад, Северная Европа, Западная, как будто бы, Мгм. ну, вот так, Германия и дальше туда к морю. М, Вот ага, отсюда две Норвегия. такие пошли синие, ярко-синие энергии, привязки, и они ярко-синие считываются. Это как ам, замыливание, ну, мы это говорим как программирование, да? Мгм. Считывается программирование. То есть я вижу, что, скажем так, эта власть, да, то есть, но она считывается, знаешь, не как власть, не как цари там какие-то вот там в Кремле, а как будто бы это шайка каких-то воров Мгм. была. Вот как будто бы это, ну, как эти воры в законе, Разбойники, скажем, разбойники, разбойники. да. И вот это, эти разбойники притянули, как бы их использовали. Сейчас я посмотрю, откуда эти ниточки. Мгм. Посмотри, Виктория, Там я как. вижу такое черное, как будто бы храм такой католический, считывается иезуиты. Храм дьявола, роза там, какая-то крест, роза и Мгм. а, меч, какой-то клинок или Роза что-то такое. Ну да, эти ордена. Да, они как бы взяли под контроль этих, потому что эти считываются вот как лохи. Ну, люди, которых легко обмануть, вот эти бандиты, да? Мгм. А эти взяли под контроль, и считывается передел мира. И опять я вижу эту морду м, Так. рептилоида, который считывается рептильные энергии, и инсектоида. И я теперь вижу, ну, как бы идет информация, почему я задала вопрос, почему это рептильный мозг. Оно считывается, что это низменные, это контроль человека низменными, его низменными инстинктами, Мгм. а инсектоид это как паутина, это магическое мышление, это доминация силы, это пренебрежение волей Творца, то есть это магические действия, то есть управление миром через магию. Потому что магия, насилие, убийство– это одно и то же, это тоже магия. То есть это манипуляции. И я Мгм. вижу, что а, вот эта территория, скажем так, она это то, что мне вот опять я вспомнила, этот сон, который где-то мне вдруг приснился, может, полгода или год назад, где мне что-то кто-то рассказывал во сне и показали карту, как будто бы, ну, это я слышу, что это разные части меня самой со мной говорили и сказали, вдруг я эта фраза, а, Мгм. весь вопрос во власти. То есть власть, Мгм. нечеловеческая власть, есть причиной всех бед и катастроф и войн на нашей земле. Потому что человек по природе, он святой, чистый, да? Но когда Да, он душа. делает неправильный выбор, он утрачивает свою способность творить, быть творцом реальности света. И он превращается в марионетку этих
своих страхов, которые совокупляются со страхами других людей, образуются такие эгрегориальные структуры, которые работают как компьютер по отношению к нашей планете Земля, и которые напрямую связаны, вероятнее всего, как я это вижу, с этими сущностями бестелесными, Мгм. которые утратили свою божественную природу. И по этим каналам, как по нейронной сети, они управляются. То есть идет вот связь туда-сюда, то есть и в одну сторону, и в другую. И таким образом эти сущности, эти боги, утратившие свое совершенство, они питаются энергиями, а, то есть, скажем так, неправильными решениями человека, когда Мгм. человек теряет свою энергию. То есть они таким образом питаются вот этими энергиями. Мгм. И Виктория, сейчас, да, да. такой вопрос. Если темные вот как-то манипулируют, управляют, питаются, есть светлые, высшие я человека, как они помогают человеку, чтобы мы полноту картину видели? Как они помогают человеку осознать свою божественность и принять правильное решение? Давай осветим и этот. Я вижу, что эти божественные существа, которые не утратили свою святость, они не вмешиваются в пространство людей. Я вижу вот так. И это не то, чтобы я молчала, а то, что они просто наблюдают, потому что человечество проходит этап эволюции, и это как болезнь. Ну, например, корь. Мгм. Это очень тяжелое заболевание, когда высокая температура, высыпание и угроза смерти и все такое. Но когда человек переболеет, он выработает иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Мгм. Точно так же человечество сейчас вырабатывает иммунитет, так и идет мне становление человечества, выбора. То есть человечество должно научиться выбирать жизнь, научиться выбирать правду, а не лидера. А большинство людей выбирают не истину, а лидера того, кто больше и лучше врет. Мгм. Вот. Да. То есть Так, и Виктория, потерянный человек, да. потерянный, который потерял себя, он в первую очередь должен найти себя, свою истину, да, свою истинную ам, природу, подружиться с собой. И только тогда, когда человек найдет себя, он перестает искать лидера, обещаний, учителей во внешнем пространстве. То есть целостный человек ищет и понимает истину, а человек, который потерял себя, он истину не ищет, а он ищет того опору, кто бы заменил ему его собственную целостность. То есть это как раз и есть вот этой иллюзией мира, целостности, потому что мир в переводе вообще означает целостность. Вот самое лучшее слово – это шалом, которое Мгм. в украинском языке шолом – это шлем. На иврите шалом – это мир, целостность, да? Вот. И я Мгм. вижу сейчас вот эту конструкцию, которая над планетой. И она Мгм. динамическая, она движется. Это не что-то, это не константа. В этот момент, когда я смотрю, оно буквально вот так движется, сдвигается.
потому что происходят мыслительные процессы человека. Каждую секунду вот этот процессор земной, да, или общее коллективное сознание, которое работает как компьютер, оно меняется. И чем больше людей выбирают истинный мир, мир с собой, с божественным источником, тем больше очищается вот этот а, и обнажается сигнальная система. Я вижу, как это происходит. Обнажается сигнальная система. Это такой вот центр. Сейчас я смотрю. Это как в человеке есть сигнальная система, которая сигнализирует еще, когда человек только принимает на уровне энергий решение, да, то Мгм. сигнальная система предупреждает через телесные ощущения или через проявления во внешнем. Это синхронии такие, да. Точно так же я вижу и в общем пространстве работает. Это по принципу Фибоначчи, да, разгадала этот принцип. Меньшее в большем, большее в меньшем, то есть человек является уменьшенной проекцией всей Вселенной, как работает Вселенная. И от одного человека, каждый человечечек, это как ячейка отдельная. И когда ячейка это раскрывается, раскрывается этот потенциал, я вижу, как это происходит. Он как будто бы отбрасывает свет на другие такие же спящие ячейки, и они вот буквально просыпаются, открывают свои окошки, начинают светиться, и таким образом вот это целая, это как такая волна начинает М. разворачиваться. И вот сигнальная система. Это прислушиваться. Буквально я вижу вот так вот, когда человек прислушивается к своему телу, к своим событиям, и когда он понимает, что все, что происходит в его жизни, это происходит по его выбору на все 100%. И никто ему не виноват, а он ответственный, потому что он творец. Просто творил раньше зло, а теперь может творить добро. Вот и вижу, как оно Да. работает. Это истинный мир. Это схема, как придет этот истинный мир. Мгм. Это как Вот. на физике. Нам демонстрируется этот, потому что физическое проявление, оно не отдельно от эфирного. Оно просто дублирует, но уже на физике. Вот на физике. Те, кто выбрал себя, например, и убежал, Мгм. да, он не погиб в Украине. И его не съели там собаки на полях, потому что он выбрал себя. Мгм. Точно так же люди, которые в духовном плане выбирают себя, они будут сбережены для цивилизационных дальнейших процессов. А те, которые выбирают смерть для других, на самом деле они выбирают смерть для своей души. Они будут утилизированы, вот слиты. Буквально я вижу, Мгм. как гной, как отходы, да, отработанный материал, который Вселенной не служит. Что бы человечество там себе не придумало, какие там идеи, какие фантазийные истории, объяснения, Вселенная работает по своим собственным конам, как она работает. И от того, что люди придумали, на Вселенную это вообще никак не влияет. Влияет только на самого человека. Что он придумывает, во что он верит. И вот я вижу, как эта ложка Мгм. сворачивается и заворачивается, считывается вот как язык. Это как будто бы язык, который вот слезал целую, считывается династия богов.
Мгм. оно считывается как языческая цивилизация. Они очень тесно были связаны с природой, с духами природы. Так. Шаманизм. Мгм. Но они имели право на существование. Мгм. Так, Виктор, и, например, вот этот процесс получения иммунитета, к чему он идет? Что будет, когда человек получит этот иммунитет? Вдруг я увидела это пространство, вот где сектор будущего или Творца, Мгм. такие, как хлопают в ладоши, сияющие, ну, просто свет, как, ну, мы бы сказали, ангелы. Эм, Но сейчас я посмотрю, кто это. Мгм. То есть они Посмотри, начали Виктория. взаимодействовать. Они радуются, Мгм. Давай поподробней. но они Мгм. считываются как души святых, божественные предшественники. Так, и какие процессы там происходят, какое творчество, чем они занимаются? В какой-то момент я вижу, что от них идут, вот они в таких, как в точках, в таких вот эти, как это называется, такие энергии, как закручиваются, вот это все. Гармоничные вот эти Да, как спирали. и Как? от них идут такие Мгм. ниточки, считывается, волшебные. Такие ниточки к тем людям, которые вот в этих ячейках просыпаются. То есть эта матрица, которая захватила, в которой находится человечество сейчас, и те люди, которые просыпаются, ну, просыпаются, это не фантазируют всякую чепуху, Это образно, да, сознание. просыпаются, выбирают себя, начинают осознавать свою причастность к великой тайне жизни, и что они являются на самом деле творцами всего происходящего на Земле. И от этих божественных душ, которые вот в секторе Первотворца, протягиваются такие лучики сияющие, и эти божественные ам, души начинают вот так как бы тянуть, помогают, я слышу, достичь совершенства. Да, но это касается тех людей, которые выбирают именно себя, жизнь внутри, иконы. э, Да, которые следуют божественным принципам, они придумывают какие-то фантазии, потому что вот это мир тоже, как и все в нашем мире, имеет две стороны, истинную и ложную. Есть мгм. творчество истинное и есть творчество мистическое, ложное, да? Что человек выбирает? Потерянный человек выбирает мистику, выбирает магию, выбирает насилие, ложь, фантазии. И наоборот, человек, который собирает себя, он собирает по крупицам свою способность различать. И он становится как живым воплощением Творца. Это как учитель пришел в первый класс, начал там деточек Мгм. учить писать, читать. А потом эти деточки повырастали и стали академиками. То есть они переросли своего учителя. Точно так же и развивается Вселенная. Никто не ограничен. Только если человек идет по собственному пути,
по пути своей божественной души, как это все устроено, тогда, только тогда и в единственном случае он тогда развивается по истинному пути и создает вокруг себя жизнь. Но когда он верит в ложь, создает Мгм. эту ложную иллюзию, да, вот он берет, он отпадает от процесса жизни, как ненужное, буквально оно считывается как вещество. То есть божественный дух э, человека делает его живым. М. А вот эти дела тьмы, магии, насилия, оно делает человека веществом, переводит человека. Вот откуда эти духовные считываются как твари. То есть они утратили божественную природу и превратились как в демонов страха. И что интересно, я вижу, как не они влияют на человечество, а человечество, то есть некоторые люди или большинство людей именно выбирают подчиняться этим духовным сущностям через свой эгоизм, через свое непонимание, ну, Мгм. у каждого своя причина. То есть оттуда, конечно, стучат, скажем так, но Мгм. дверь всегда открывает сам человек, решение Ну, принимает. так, хорошо, Виктория. А как на физике это, можно сказать, будет выглядеть, когда перевесит уже люди с иммунитетом? Как изменится общество? Как ты на физике это видишь? Сейчас я вижу и слышу отбор. И идет информация, что свет, то есть люди, которые идут по пути, я слышу, жизненных процессов, они становятся как бы более сильными, и они начинают управлять обществом. И считывается, что до этого насилие доминировало очень сильно, ложные представления, а сейчас идет перевес в обратную сторону. И я вижу там, что процессы омоложения, слышу, пошли, что люди, человечество в целом становится более добрым. Я вижу, считываются энергии, как много людей обращают внимание на целостность жизни. Вот они начинают, вот они любят животных, помогают э, м, растениям, животным, улучшают их жизнь, Мгм. относятся с большей любовью и добротой друг к другу, они становятся более цельными, более экологичными. То есть уважение к жизни возвращается. И таким образом, я вижу, эти люди создают как новую экосистему, она считывается. Экосистема, то есть экологичное мышление. Точно так же, как разделяется по этажам тяжелые энергии, насилия, зависти, жадности. Они падают вниз, и поэтому они разрушающие. И наоборот, энергии любви, они возвышают человека, потому что поднимаются все, скажем так, по иерархии жизни и приближаются по вибрациям к вибрациям света, любви, гармонии самого Всевышнего. Мгм. А что происходит с старыми этими разбойниками? Что с ними происходит, когда заменяется власть? Я сейчас увидела, как будто бы сдуло. И Мгм. я вижу там такой крест огромный.
посредине черный стоит. Прямо там, где этот мавзолей, я слышу. Мгм. Зиккурат. Там такой огромный крест черный стоит. И считывается как ложное христианство, мессианство, черное мессианство. Мгм. Вот оно что. И оно связано с сектором магии, а в секторе магии я вижу вот такие звездочки и погоны. То есть вместо философии, которая была на этой территории, да, у каждый народ имел свою философию жизни, которая соответствовала его, а, считывается как дубликат жизни. То есть философия– это как бы дубликат пройденного опыта человеческой цивилизации. Это было просто уничтожено, вот так, как будто бы сметено. Целые народы, языки, культура заменено, я слышу, шайкой коммунистов. И я вижу, что в семнадцатом году этот переворот, он тоже как бы продублировал эту шайку. Они точно так же стоят в кругу, но только уже не вокруг костра, а вокруг такой пятиконечной звезды. И там Сталин, главный вождь Мгм. пролетариата, создатель мифов, считывается и создатель культа смерти. То есть я вижу, Мгм. что эта страна была, это государство было, ну, государство это не люди, государство это система управления, была М. создана для подавления воли человека, для распространения идеологии лжи, насилия, и был установлен главный храм. Этот мавзолей? Да, главный, я слышу, Кремль, то есть это основа этого всего, то есть это в эфирном плане выглядит как будто бы вот где Москва, такая лежит огромная звезда, по форме напоминающая, как этот вечный огонь из звезды там Мгм. горит, да? Вот такой Да. черный, черная звезда, которая накрыла, считывается город и пригороды на много-много Мгм. километров от центра Москвы и практически распространяется такими волнами как бы по всему миру. Мгм. Считывается доминация фашизма. Так, ясно. И вот этот логово этого, те же самые, та же самая власть вот этих паразитов, она из века в век, как такой же заезженный паттерн, э, и до Да. сих пор работает. Мгм. А это считывается кульминация, веха, когда Сталин заложил основу новой религии, основанной на лжи, насилии и на магии. То есть Мгм. фактически вот этот коммунизм, эта идеология, это как новая религия, которая сместила м, Мгм. как бы человеческий разум вот в сторону деградации. Оно считывается, извини за подробности, как позыв к опорожнению, скажем так. Вот я вижу этот образ, Мгм. слышу это, да. И с одной стороны это плохо, но с другой стороны души этих людей, которые, опять я слышу, Тартария.
М. Это самое считывается как самое великое зло, которое запустило вот этот маховик самоуничтожения этого государства. То есть это уничтожение, я слышу, расы языческих богов. А Так, языческие, они не считываются как что-то плохое, а считывается как... Ну, по сути, мы ничего не знаем, кто такие язычники, если на то пошло уж. да, М, Но считывается, документов что сот. эти души а, этих азиатов, да, то есть это целые цивилизационные пласты, они много народов, очень красивых. Они Мгм. находятся, их души как бы в плену ам, этой насильственной войны. Это там и Кавказ, и монголы, и даже китайцы почему-то считываются. Да, это Вот так. маньчжурские войны, все Вот, остальное, вот, вот, да. вот это вся, как язык такой огромный, который как Мгм. слезал целый пласт не только на физике, но и в информационном поле, в эфирном плане, как бы заточил в тюрьму эти души, которые стремятся освободиться. М. И запущен такой вот маховик, который и уничтожит эту власть. Вот я это вижу. То есть как ветром сдует. Мгм. Что сейчас для людей важнее всего для поддержки и выбора правильной стороны, гармоничной с душой? Что мы можем сделать, передать информацию, поддержать? Я слышу, что задать себе вопрос, я жив или я мертв? Потому Мгм. что власть, ну, это как один человек и его как бы эти служащие, служаки. Но если каждый задаст вопрос, я иду по пути жизни или пути смерти, и дать услышать свой ответ честный и осознать, если никто ни на кого не нападет, не будет никакого насилия. То есть все зависит от личного выбора. Человек способен управлять собой, и только выбор делает жизнь человека или раем, или адом. Мгм. Так, хорошо, Виктория. А что с этим логовым? Можем ли мы осветить этот зачаток, начало вот этого Я слезания этой ложки? слышу, Мгм. что вот этот, он расщепляется. И я вижу, что с начала сеанса был такой плотный, как ураган, который вот шел туда. То есть это открытый фактически, где Кремль, где этот труп лежит, это открытый портал, который имеет выход к непосредственный, потому что там я слышу, ритуалы проводятся постоянно для поддержания этого портала открытым. То есть, так и слышу, ведьмаки Кремля. Мгм. Вот. То есть эти ведьмаки Кремля фактически это считывается как резонатор. То есть это как резонатор работает этот мавзолей, который создает вокруг Земли и в первую очередь этого пространства, городов, страны, такое поле смерти, поле пренебрежения к жизни, магии и так дальше. И до тех пор, пока этот труп и эта магия будет, и эта колдовская шайка будет там находиться, народы
Российской Федерации будут под гнетом этого воздействия. Мгм. Но оно распадается, потому что все больше людей осознают свою причастность к жизни. Мгм. А вот эти ведьмаки, эта система, это что является? Культы, эти в погонах, эти Да, я вижу эти звезды, пропаганда, да? да, да. То есть, ну, это все связано. Считывается институты власти. Мгм. То есть эти Заражены. Мгм. силовики и эти институты, которые называются институтами, но создают магические секты специально для того, чтобы людей заводить в заблуждение. И создают пси-технологии для того, чтобы резонировать с глубинными ну, контрактами Мгм. людей и побуждать их неосознанно выбирать смерть. То есть вот так оно идет, Мгм. такая информация. Хорошо, я от своего имени проявляю на свет эти институты власти, все их деятельность от своего имени я приказываю им убрать их махинации, убрать их ложь, проявляя на свет, пусть истина восторжествует, и человечество поймет свою собственную душу, не отвлекаясь на ухищрение этих паразитических масс. Когда ты это говорил, то фактически твое внимание а, как будто бы сказала, я тебя вижу, и ты посмотрел на Сталина, и он снял свою эту с козырьком шапочку, вот, и у него такая голова начала расти, как шишка такая, вот, и проявляться в нем разные такие программы и такие закрученные усы, как у этого Дали, и мундир такой, и такая пошла сейчас, как эти, как Матроска. тельняшка, Мгм. матроска это. Мгм. Вот, и он как бы признался, он сказал, что он этого ждал, его разоблачения. И он говорит, что а, его культ был создан Люцифера, Мгм. и сейчас такая тельняшка это проявилась. Считывается культ Люцифера, и вот вижу такая как будто бы человеческая мужская грудь, и там, где это тельняшка, и там, где сердце, такой помпон черный, пушистый. Сейчас я приказываю отвечать, кто он такой. Такие черные Мгм. ноги появляются и черные волосатые руки. И прикручивается голова отдельно. Считывается, что собрали из прошлого образ, силу гипноза, гипнотического влияния, и имеет это отношение к сектору магии. Секта Мгм. «Цельнозор». Считывается, что это проект Кремля, созданный из обрывков прошлого. Мгм. Так, что Культ сейчас? Сталина для восстановления культа Сталина, для того, чтобы разжечь огонь, вот этот бессмертный огонь, вот это, Мгм. что над Москвой, это звезда каменная, считывается огонь Люцифера бросить э, о, Украину в жерло.
То есть это проект «Цельнозор», как и другие проекты. Я вижу другие. Там есть вот какая-то стоит вот так. О, Мгм. Мария Деви Христос, Белое Братство. Мгм. Потом другие секты, какие-то там. Вот, они были созданы для того, чтобы подготовить сознание людей, исказить сознание, испортить, подчинить для захвата Украины. То есть Цельнозор как раз был создан специально для захвата Украины. Мгм. Для того, чтобы, я слышу, укрепить цензуру. Вот. Мгм. И И портал буквально через него идет открытый портал в секторе магии. И сливается вот эта черная, как гной, вода, вот эта магическая, которая с собой утаскивает частицы душ людей. И он говорит, ты разоблачил меня. И Мгм. разрывает его эту тельняшку, и вот с этого помпона пушистого черного как бы из груди льется такая черная река, и он весь сливается. И когда Мгм. он сливается, он говорит, что ты его слил. Свет к свету, тьма к тьме. Пусть все Да, на мы свои места. провозглашаем мир, и каждого, кто проявляет магию, насилие, кто вызывает депрессию и хаос в нашем мире, призываем к ответственности. И я вижу буквально, как я слышу, раздаем мир, то есть информацию о мире каждой живущей душе на нашей планете Земля, чтобы каждый выбрал себя, свое божество, свою божественную сущность, жизнь, гармонию, процветание. Каждый достоин быть тем, кем он есть на самом деле. Вот Мгм. портал этот закрылся, и вот так уходит, как мешок такой прозрачный. И оттуда такие угрозы звучат. И я передаю, что мы живем своей жизнью, мы– это мы, а они– это они. Пусть живут как хотят, только подальше лично от меня и от Мгм. тех людей, которые выбирают жизнь и процветание, мир, гармонию. Ну, я слышу, я подумала, М. что нас ждет. Я Да. слышу очищение. Мир идет по своему экологичному пути, я слышу, выходит из рабства, Мгм. то То есть есть выходит, процесс неминуем, процесс только идет к свету. идет к свету, потому что Мгм. человечество, я вижу в эфирном плане, оно дошло как бы до самого, а, ну как бы под потолком, скажем Мгм. так, под самым потолком божественного присутствия, и только от выбора каждого человека, то есть каждый человек может вот так вот раз и переключиться, отбросить прошлое, стать тем, кем он хочет стать, а не тем, кем навязывают, что есть человек. Вот. И я вижу, Ну, что все, что силы света, мира, они перевешивают. Пошел невозвратный мгм. процесс, я слышу, умиротворения мира. И этот процесс противоположный уничтожению, которым вот на протяжении последних 300 лет мир и занимался. Ну,
на нашей территории, да, мы знаем, что Мгм. это уничтожение целых государств, народов, языков, создание новой мифологии, новых языков, несуществующих раньше и так дальше, да? То есть переписывание матрицы. Но эти энергии жизни, которые, эти души, которые пострадали, они взывают, образно говоря, к жизни и к восстановлению справедливости. И насильник всегда получает по, по его действиям. И пришло время, все возвращается на круги своя. Это я вижу, как будто бы человечество буквально под потолком, под пристальным прицельным взглядом божественных душ. И те, которые выбирают истину и цельность, те получают помощь. А те, кто выбирает ложь, насилие, магию, ну, они выбрали. Мгм. То есть никто никого не судит. Каждый человек сам по своему выбору осуждает себя или вознаграждает. Сам судья, сам в себе М. человек, то, что он решил. Хорошо, Виктория, да. Посмотри сейчас, вернись к этому логову, вот этой воронкой, как она сейчас, как Она выглядит. как-то вот так развернулась и как будто бы Мгм. упала. То есть я и смотрю буквально на внутрь нее, а там клокочет какой-то черный шар. Что это за энергия, этот шар? Что он обозначает? Я увидела эти усы вдали и слышу шизофрения российской власти. Мгм. Шизофрения– это расщепление личности. И ту политику, которую они ведут в первую очередь, геноцидную против своего собственного народа, потому что россиян погибло в 5-6 раз больше, чем украинцев. Да, то есть это геноцид российского общества в физическом плане, в моральном плане, то есть это деморализация человеческого общества российского, да, то есть это Мгм. дегуманизация идет, расчеловечивание. А, Да, пусть эти шизофреники, проявляем на свет, пусть они получают то, что они заслужили. Я слышу, я есть свет, я говорю так в эфирном Мгм. плане, я есть свет, То есть, гармония и процветание. И каждый человек, когда это осознает и скажет сам себе, что он не обязан идти следами упырей, а может выбрать путь света, жизни, истины, гармонии и мгм. изменить все человечество. Потому что малейшие, даже одно решение, это, знаешь, как я вижу, это не то, что божественные сущности, там свет, Всевышний где-то сидят и ручки потирают. Когда же человек выберется из своего болота? Нет. Человек только решил, ничего еще не сделал, только решил найти истину, найти свою целостность, вернуть свою гармонию, свою божественную сущность, отвергнуть все то зло, которое в нем есть, поблагодарить себя за прошлый опыт и просто его отсечь. В этот же момент сразу я вижу, как прорастает этот луч света, то есть это божественная проекция собственного высшего «я», то есть это прорастает на самом деле это не во внешнем пространстве, а это в глубине души, от нашего божественного источника, то есть наше высшее «я», оно не где-то вот там.
Не какие-то м, ангелы-хранители, а это внутри сердца. Это неизменное ядро души, которое одинаковое у всех людей, вообще у всех. И как только мгм. человек, да, это как часть, генетическая часть генокода самого Всевышнего. Это точно так же, как мама и папа передают свой генокод своим детям. Дети хранят информацию о своих родителях. Точно так же наша божественная душа, которая является прямым э, предком, прямым Потомкам. потомком Мгм. Всевышнего, Да. вот здесь наше высшее Я, вот здесь наш Всевышний в сердце. И когда человек выбирает себя, то, по сути, я вижу, как соединяются вот эти разные части нашей, скажем так, нашего естества, тела и психики, на разных частей психики, потому что человек не односложное существо, а очень многогранное, многомерное. И когда человек осознает свою важность, он становится миром. Вот мне идет это так, М, что сам человек м. становится миром. Он источником мира, добра становится для себя и для других, для всей Вселенной. Есть. Наведи порядок в себе в первую М. очередь. Хорошо, Виктория. Вот эта черная точка там около Израиля. Что сейчас с ним? А, А почему-то считывается черные руки Кремля. мгм. Тоже Интересно, а управление. что Израиль так сияет? Вот как территория такая, как будто бы вот так вытянутая, вот, ну, как будто бы с карты вот границы, и так сияет. Мгм. Что это Оно обозначает? считывается шалом, Мир. мир. Мгм. И вдруг я увидела вот так, как будто бы открылась книга, и считывается мир божественного порядка, то есть список такой, мир божественного порядка. Интересно звучит. Мгм. То есть, То есть это устой, ну, гармония да, жизни. не нужно быть академиком, да. Я прочитала Библию раз 5 от начала до конца, с разных, разные книги. И прочитала много других книг. Ну, фактически все главные книги главных религий читала я, изучала. И только Библия хранит в себе, я не говорю о всей Библии, я говорю о Торе, о 5 книгах, хотя каждая книга Библии, которую собрали люди, да, она имеет отдельную историю и отдельную оценку, и она с литературной, исторической стороны, психологической, каждая книга важна, да, но я Мгм. говорю о древних писаниях, о тех даже 10 заповедях. Возьмите 10 заповедей. Это и есть код жизни. Этот код не мог написать, как некоторые утверждают, Анунаки или кто-то еще. Анунаки бы написали протокол смерти, как это сделали в Кремле. Да? Установили что? Установили главного идола, мертвеца, создали ритуал смерти, который видим результат на протяжении советской власти, которая до сих пор продолжается, по сути, бандитская эта власть. Это миллионы смертей, это ложь, фальсификации и так дальше. Вот это Анунаки бы написали, да? Мгм. А там записан код жизни. Не создай кумира, не убей, не Не убей. укради, не лги, уважай мать и отца своих,
не возжелай, э, ни жены друга своего. Если бы все жили по 10 заповедям, это был бы мир на всей земле. Мгм. Христиане говорят, Хорошо. что они следуют Библии, якобы, да? Но у них идолы, они убивают друг друга, они прелюбодействуют с ближними, с женами и с мужьями своих друзей и так дальше, и так дальше. То это что это? Это и Ну, это есть? лгут, прям все заповеди и Ну да, да. нарушают. То есть вот Мгм. сейчас я вижу, что это свет буквально на всю планету, только вот Израиль один, и считывается в нем, что возрождение Израиля, считывается книга богов. Мгм. А, Так. ну, там тоже есть свои. Я не говорю о религии, я говорю о истине. Потому что когда я заглубляюсь в физические процессы, то упираюсь в человеческое несовершенство, да? И там тоже Да, есть да. свои секты, и каждый человек на своей волне, как говорится. Я говорю о записанной истине, которая интерпретируется очень конкретно. Да? То есть, Мгм. скажем так, вот эти 10 заповедей– это психологический, скажем так, Трактат «Столб», столб «Столб жизни». Да, жизни правил. и здоровья, Мгм. скажем так, отдельного человека и всего общества. И когда общество даже Израиля жило вот во время Соломона, по этим конам, то не было ни войн, ничего этого не было. Поэтому есть эти примеры в нашей истории общечеловеческой, в этой кодировке нашей. Мир, М. гармония до того, когда мир попал в кабалу собственного эго, и мы раскрываем. Вот мне хочется это поставить как трафарет. Не этих демонов, которые расставлены как образцы для наследования, как в эфирном плане, как ретрансляторы демонических Мгм. идей, да. Да. А я их вот, я вижу, как они вот так вот сворачиваются, и вместо этого я вытаскиваю, потому что они стоят на местах силы. О, как Мгм. интересно! Три главные места силы. Эти вот трафареты стоят как охранники именно там, где самый больший потерянный потенциал. Мгм. Видишь? Вот. И я зову и призываю, чтобы каждый призвал все то добро, все то мир, который был когда-то, для того, чтобы заменить эти трафареты смерти правдой, истиной о том, что уже было, чтобы это прошлое мирное сосуществование в гармонии, в процветании. И вдруг там, где эта звезда, это кремлевская, да, Мгм. я увидела красивый город, но он почему-то как в Петербурге. А, И так, что это? я Мгм. увидела там, считывается, царство богов, как атланты, огромные существа. Мгм. Так. И вижу, как эта пленка над землей, как будто такая, как скорлупа черная, она начинает трескаться.
и считывается мир богов Всевышнего. Ну, нужно понимать, что М. демоны тоже боги, потому что бог, ну, этимология слова, это как хозяин, властелин, тот, кто имеет власть. Как говорят, Мгм. имей Бога в сердце. Это что говорится? О том, что пусть твое сердце берет э, э, верх над твоими, например, эмоциями или что-то. Пусть твой человеческий разум управляет, и твоя любовь человеческая управляет твоими решениями. Мгм. Я вижу, Виктория, как вот эта это, пелена и ага, эта да. паутина от этого всего, она вот так сползает, и планета буквально начинает вот так эти энергии кучеря, эти фракталы разворачиваются. И я вижу, как человечество радуется, радость созидания. Это то Мгм. будущее, которое ждет неизменно человечество. Вот, и как бы эти злые люди не пытались Мгм. удержаться у власти, не пытались, как бы они не пытались подавить истину, у них ничего не получится, потому что мир, шалом распространяется по всей земле. Отлично. Так есть, так будет. Это Выбираем вот жизнь. то, что написано в Исаии в 35 разделе, да? Что полная гармония между людьми и животными, между всеми соучастниками жизни. Мы все равноправные участники жизни, и деревья, и животные, и люди. И вот эта святость жизни, она прописана в душе каждого человека, только нужно прислушаться к этому. Хорошо. Хорошо, Виктория. На этой хорошей ноте, светлой, Мгм. давай очищаем пространство, очищаем от чужеродных энергий, поднимаемся вверх. Передаю информацию всему человечеству о его святом предназначении, о его святой природе, чистой и божественной, и о том выборе жизни, который должен, обязан сделать каждый человек для того, чтобы улучшить себя и улучшить мир вокруг себя. И я Мгм. лично от себя, и каждый может это сделать, отделяю любую магию, любую паутину магии, вот это она уходит, от божественного пространства и разделяю божественную душу нашего пространства, божественную душу каждого божественного человека от неживых мертвых программ. Человек– это живая божественная сущность, а это всего лишь мертвые программы, которые держатся только сознанием человека. И я передаю информацию о том, что каждый человек волей своей может в этом моменте просто отказаться удерживать свои божественные части в этих деструктивных темных программах и освободить свою душу для мира, любви и гармонии. Мгм. Распространяем информацию. Да. Хорошо. Что, Виктория, мы Мгм. на сегодня все сделали, что Да. запланировали. Хорошо. Я тебя благодарю. Да, Виктория, я тебя благодарю. Отсоединяйся от всех и всего. А знаешь, как ты прозвучал? Как?
Ага. Всевышний Творец эфира. Да. Э, Интересно. Эфир тоже очищаем. Хорошо, Виктория. Поднимайся максимально вверх. Да? Отсоединись сейчас от всех и всего. Проверь твое личное пространство. Все чисто. Хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света, мира. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.